Страшное издевательство над наложницами китайского гарема. Правление династии Мин. С 1368 по 1644 годы династия Мин правила в Китае в течение 276 лет. Историки считают ее одной из самых упорядоченных правительств, сопровождающихся высоким уровнем социальной стабильности в истории человечества. Империя Мин была влиятельной мировой державой, совершая морские путешествия задолго до Христофора Колумба. Они печатали книги еще до того, как европейцы изобрели печатный станок. Император династии Мин уважали за их стабильность и прогрессивные взгляды. Однако у этого режима была жестокая и ужасная сторона. Они не проявляли милосердия к своим врагам. Несчастные наложницы императорского Китая. Деспотичные китайские правители были чрезвычайно суровы к своим наложницам. У некоторых императоров их было около 9000. Некоторые девушки были похищены из своих домов, другие были проданы собственными семьями. Несчастным наложницам не разрешалось покидать запретный город, их держали в золотой тюрьме, разрешая выходить только в спальные покои императора. Также было принято заковывать их ноги в кандалы, чтобы они не могли ни убежать, ни войти в спальню без посторонней помощи. Их должны были заносить евнухи. Отец-основатель династии Мин. Император Хунву – человек, который, по общему мнению, положил начало династии Мин. Он был самым властным и влиятельным из китайских монархов. В 1368 году он под руководством военных вытеснил из страны монголов, которые правили Китаем в течение 100 лет. Сам Мин происходил из беднейшей семьи, и ему пришлось скитаться по Китаю без гроша в кармане, но он добился того, что стал одним из самых впечатляющих генералов в Азии. Династия Мин – варварская жестокость. Династия Мин была основана человеком, принявшим имя Мин, что означает «блестящий». Однако жестокость и грубость, которую он и те, кто следовал за ним, проявляли за стенами дворца, были отнюдь не блестящими. Наложниц подвергали пыткам, а контроль над их жизнью осуществлялся даже после смерти императора, причем их часто убивали или заставляли покончить жизнь самоубийством. Гротескная практика погребения императорских женщин заживо рядом с телом императора также продолжалась до 1464 года, когда император Жетонг отменил ее. Наложницы императора. Любовницам приходилось беспокоиться только о том, чтобы не потерять жизнь, а потерять восхищение своего господина. Юнле, государь династии Мин, основал новую китайскую столицу Пекин, которая и сейчас носит это имя. Там он построил запретный город, императорский дворец в Пекине. Он просуществовал 1420 по 1912 годы. Император Юнле осуществил комбинацию военных, экономических и образовательных реформ, сопровождая их диктаторским стилем правления. Все его злодеяния задокументированы во многих документах. В 1421 году запретный город был полностью закрыт для всех посторонних. После этого, как говорят, одна из самых любимых наложниц Йонгле покончила с собой из-за любовных связей с дворцовым евнухом, поскольку император был импотентом. Чжэньдэ – 10-й император династии Мин. Чжэньдэ был 10-м правителем династии Мин. В 1505 году он занял место императора. Ему надоели собственные наложницы, поэтому по ночам он тайком посещал местные бордели. Но даже несмотря на это, ему удалось собрать огромный гарем. Исторические документы свидетельствуют о том, что многие из его наложниц погибли из-за отсутствия пропитания и жилья. Крах династии Мин. Считается, что император Чжэньдэ несет ответственность за упадок династии Мин, и именно Цзэньцзин взял на себя руководство Китая. Он отчаянно пытался найти эликсир, который даровал бы ему вечную жизнь, и верил, что для эффективности зелья нужна менструальная кровь девственных девушек. Это привело к тому, что тысячи молодых девушек в возрасте 12 лет и старше были собраны со всех концов страны и доставлены в запретный город. Чтобы убедиться в высоком качестве лекарства, девушкам давали только тутовую ягоду и дождевую воду. В результате
результате многие наложницы погибли от голода. В 1542 году 16 наложниц попытались убить Цэньзина из-за жестокого обращения с ними. Хунджи – 9-й император династии Мин. Хунджи был 9-м императором династии Мин, и он разительно отличался от своего отца императора Чжэнхуа. И если Чжэнхуа был одержим извращением интима и имел многочисленных наложниц, то Хунджи вел жизнь в целомудрии и чистоте. Более того, мать Хунджи была зверски убита ревнивой любимой наложницей его отца Ван. Известно, что она убивала всех беременных наложниц, чтобы гарантировать, что наследником престола не станет ни один ребенок, кроме ее собственного. О жестокости, которой подвергался Хунджи в этот период, не сохранилось никаких записей, но его жизнь резко контрастировала с развратом его отца.